Арина Шарапова – журналист, телеведущая и общественный деятель. Ее имя известно всей стране с начала 90-х годов прошлого века, а неповторимая улыбка сразу стала визитной карточкой федеральных телеканалов. Для многих россиян стало традицией встречать день с великолепной телеведущей «Доброго утра». Улыбчивая журналистка с искрометным чувством юмора заряжает позитивом и обеспечивает отличное настроение на весь рабочий день. Помимо творческой деятельности, поклонников Арины интересуют подробности личной жизни любимицы, количество возлюбленных и официальных мужей Арины Шараповой, а также количество детей у телеведущей – один из самых часто задаваемых вопросов в сети интернет. Мы решили узнать об Арине Аяновне чуть больше и поделиться с вами, но обо всем по порядку. Арина родилась 30 мая 1961 года в московской семье Аяна и Анны Шараповых. Когда родители Арины объявили в ЗАГСе, какое имя выбрали для новорожденной, сотрудницы учреждения долго доказывали им, что такого имени не существует, есть лишь Ирина. Но отец согласился заплатить штраф, чтобы дочурку назвали именно так, как было задумано. Отец будущей звезды, Аян Вениаминович, родился в Хабаровском крае в поселке Аян, что на якутском языке означает «путь». По месту рождения ему и дали такое экзотическое имя. Карьеру папа Арины начинал с должности инженера, затем учился в Академии внешторга и остался в Москве, в Министерстве торговли Советского Союза. Получив должность дипломата, он смог объездить почти весь мир. Его жена и мама Арины Анна Ивановна окончила факультет иностранных языков. Сначала она работала учителем, затем была переводчиком в «Интуристе». В середине 60-х отца Аяна Вениаминовича отправили работать на Ближний Восток, поэтому раннее детство Арины Шараповой прошло именно там. Когда настала пора идти в первый класс, Арина вернулась в Москву к бабушке с дедушкой. Первоклассница сразу показала свой характер, заявив, что будет хорошо учиться, так как мечтала стать школьной учительницей. Арина выполняла свое обещание и училась на хорошо и отлично. Стабильно высокие оценки она получала по литературе и другим гуманитарным предметам. К точным же наукам девочка относилась достаточно холодно. Любимым занятием Арины было чтение. Она поглощала книги домашней библиотеки одну за другой. Бабушка Шараповой, которая в молодости работала в Китае и знала язык, пыталась увлечь внучку восточной культурой и настаивала на том, чтобы девочка связала с ней судьбу. Но на тот момент Арина уже зачитывалась Михаилом Булгаковым и бегала по Москве в поисках нехорошего дома из «Мастера и Маргариты». В начале 80-х Арина поступила на философский факультет МГУ и стала подрабатывать в одной из городских библиотек. Спустя 4 года она получила диплом и пошла на второе высшее в языковой институт, однако уже заочно. На первом курсе института Шарапова поняла свою склонность к журналистике и устроилась специальным корреспондентом в редакцию Международного информационного агентства. В 1985 году Арина поучаствовала в кастинге на должность телеведущей в агентстве печати «Новости» и стала частью крупнейшего новостного агентства в СССР. С 2015 года Арина Шарапова возглавила рабочую группу Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты детей и семьи. Арина Аяновна активно стала активной участницей заседаний Совета Федерации по поводу детских проектов и развития подростков в интернет-пространстве. А что же на личном фронте у Арины Шараповой? Со своим первым мужем, поэтом Олегом Борушко, Арина познакомилась, когда ей было всего 18 лет, и она впервые в жизни буквально потеряла голову от любви. Тогда она училась на первом курсе МГУ, а Олег был студентом МГИМО. Влюбленные решили пожениться и незамедлительно сообщили об этом родителям. На ее первой свадьбе, состоявшейся в столь молодом возрасте, было все как положено: фата, белое платье, выкуп за невесту и шумное торжество. В 1981 году у пары родился мальчик, которого они назвали Даниилом. Сейчас сын продюсера на телеканале НТВ. Тогда Шараповой казалось, что впереди у них с любимым долгая и счастливая жизнь, однако их совместную жизнь с мужем съел быт. Что конкретно стало причиной развода, сегодня сказать уже сложно. Отсутствие мудрости, маленький ребенок на руках, разные или интересы или что-то еще. Все навалилось на молодую Арину, и она сбежала от мужа к родителям с малышом на руках. Теперь у каждого из них своя жизнь. Олег прекрасно ладит с Даниилом и даже иногда общается с Ариной. Горечь от расставания прошла, но осадок остался. И хотя Шарапова с улыбкой выходила в эфир, боль утраты возвращалась к ней по вечерам еще долгие годы. После тяжелого расставания с первым мужем Арине легче было одной. Она растила сына и активно занималась карьерой. Мужчин Арина обходила стороной, хотя от них отбоя не было. Красивая, умная, яркая и свободная женщина привлекала многих.
Но ответила она взаимностью лишь племяннику жены Сталина, Сергею Аллилуеву. Общие интересы в области журналистики только укрепили связь, и спустя 10 лет после первого развода Арина вновь решилась на семейные отношения. Ее союз с Аллилуевым распался спустя 7 лет, но до сих пор телеведущая не любит распространяться о причинах. А вот Сергей обвиняет в разводе именно Арину. Бойкий нрав женщины позволял ей не искать компромиссы в семье и сразу выходить из отношений, если ее что-то не устраивало. В начале 2000-х претендентом на руку и сердце Арины стал Кирилл Легат, генеральный директор «Стрима». Ряд источников утверждает, что после расставания именно он поспособствовал уходу Арины с ОРТ и препятствовал развитию ее карьеры. Потому она и уехала работать в Красноярск. Через несколько лет телеведущая познакомилась с предпринимателем и физиком-ядерщиком Эдуардом Карташовым, с которым состоит в браке уже более 20 лет. Арина шутит, что эту встречу ей Бог послал. Ей очень не хотелось идти на день рождения приятельницы, однако именно на этом празднике она и встретила будущего мужа. Жаркого романа между ними не вспыхнуло, поскольку оба пережили тяжелые браки и ряд жизненных испытаний. Однако Карташов медленно добивался внимания Арины, встречая ее из каждой командировки в московском аэропорту. В одной из таких встреч он и сделал ей предложение, которое она приняла, не сомневаясь. Свое решение Шарапова прокомментировала так: «Только с появлением в моей жизни Эдуарда отчетливо поняла, что приплыла к своему берегу, в свою гавань». Именно терпение и понимание Эдуарда стали оплотом их счастливой семейной жизни на протяжении долгих лет. Еще одним счастьем в жизни телеведущей стали внуки. Сын Данила, как когда-то и его мама, женился на своей девушке в 18 лет. Его дети родились с интервалом в 3 года. Никита в 2006, а Степан в 2009 году. Бабушка Арина души не чает в мальчишках. Тысячи подписчиков пристально следят, какие фото выставляет телезвезда, как она выглядит и во что одевается. Множество комментариев посвящено тому, делала Арина пластические операции или нет. Сама она отрицает вмешательство пластических хирургов, хотя и делала несколько инъекций с гиалуроновой кислотой. Единственный опыт с ботоксом обошелся для Арины плачевно. Для того, чтобы нормализовалась мимика лицевых мышц после процедуры, ее подвергли воздействию тока. Шарапова не следует новомодным веяниям. На ее странице нельзя найти эпатажных и откровенных снимков. По ее словам, для таких публичных фотографий у нее слишком традиционное воспитание. Что касается борьбы с лишним весом, которой она ведет всю сознательную жизнь, то Арина предпочитает сейчас просто не есть вечером. В свое время, поправившись, Шарапова даже стала участницей шоу «Сбрось лишнее», куда ее пригласила коллега по цеху телеведущих Первого канала Елена Малышева. Неугомонная телеведущая часто ездит на семейную дачу, и, по ее словам, после завершения телевизионной карьеры она непременно переедет туда и будет ковыряться в земле. Такое занятие для Арины и есть любимый отдых, которому она успевает уделять время, несмотря на тотальную занятость. Также Арина Аяновна активно занимается собственной школой техно-арт-медиа-групп Арины Шараповой, где профессиональный коллектив педагогов обучает детей самым разным творческим навыкам – азам фото и видеосъемки, графики и дизайна, тележурналистики. Шарапова заявила, что в ее планах есть проект, связанный и с рабочими профессиями, которых в России катастрофически не хватает. Детей в ее школе станут учить слесарному и токарному делу, а также сварным работам. В школе также проводятся мероприятия для детей с заболеваниями и ведутся курсы психологической адаптации для пенсионеров. Сама Арина признается, что свою пенсию так и не оформила, поскольку никак не доходят руки. И она понятия не имеет, какую сумму ей будут выплачивать как пенсионеру. Сейчас телеведущая продолжает радостно приветствовать всех зрителей шоу «Доброе утро» своей неповторимой улыбкой. Шарапова остается бессменной ведущей одной из главных телевизионных программ страны уже несколько лет.